Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Для новых своих подписчиков расскажу вкратце о нас. Я и мой сын, и также наш кот любимка Тимофей, ровно год назад переехали жить из России в Сербию в июле 2025 года. Мы купили в Сербии квартиру в городе Ниш, легализовались сами без помогаторов, все делали полностью сами. И поэтому мне пришла идея, а почему бы не завести свой YouTube-канал и рассказывать все, что мы делаем поэтапно, как мы легализовались, как получали ВНЖ, как получали медицинскую страховку, меняли права водительские, российские на сербские. В общем, перевозка, как у нас происходила вещей, как снимался сын с воинского учета. И многое-многое, в общем, все, что нужно проходить, когда вы переезжаете в другую страну и получаете ВНЖ, все это мы делали самостоятельно. На все эти темы мы записывали ролики и выкладывали их. Это полезно для тех людей, которые хотят тоже переехать в Сербию, также для тех людей, которые просто интересуются жизнью в Сербии. И, конечно же, для нас, чтобы просто сохранить все это в памяти, как мы все это делали. Также на своем канале я рассказываю, как мы живем теперь в Сербии. Мой канал без прикрас, так как все происходит на самом деле. Я рассказываю и о каких-то наших удачах, и о проблемах, о неудачах, то, что у нас пока не получается. Делюсь с вами и хорошим, позитивным, и какими-то проблемами тоже. Все по-честному, без прикрас, как это слово называется, без прикрас, без пафоса. Все по-честному. Наверное, это потому, что я сама такой человек. Я не люблю вранье, не люблю притворство. Терпеть это не могу и сама не такая. Таким не занимаюсь. Поэтому, соответственно, и мой канал именно такой. Хочу сказать спасибо моим замечательным подписчикам. Тем, кто всегда пишет теплые слова поддержки, дает ценные советы. Вы моя опора, и я очень благодарна вам. Но сегодня мы разберем тех других подписчиков. Тех подписчиков, которые зовутся в интернете хейтерами. Если вы занимаетесь YouTube-каналом и у вас хотя бы 100 подписчиков уже набралось, то непременно вы столкнетесь с этой проблемой. Вам посыпятся негативные, злые комментарии. Этим занимаются так называемые хейтеры. Кто такие хейтеры? Хейтеры – это люди или не люди? Не люди. Шучу. В общем, это люди или машины, тоже боты. О ботах и разговаривать нечего, в общем-то. Их нужно просто блокировать, и все. Это неинтересно. Мы поговорим сегодня именно о людях, которые пишут злые комментарии, негатив, выплескивают свои эмоции на людей. Я не поленилась и загуглила определение хейтер. Как отвечает на это интернет? Что такое хейтер? Так вот, хейтеры – это от английского слова to hate, переводится как ненавидеть. Это те люди, которые активно выражают свою злость, неприязнь или враждебность по отношению к чужой личности, к незнакомым людям. Поэтому их нельзя отнести к типу неприязни, личностной неприязни, или имение какого-то своего личного мнения, которое не совпадает с тем человеком, которому они пишут. И мне стало интересно с точки зрения психологии, а почему существует такое явление, откуда берутся эти люди, что у них происходит в голове, почему у них возникает желание делать гадости, писать гадости, оскорблять и обижать, цеплять людей, которые им не сделали ничего плохого, незнакомых для них абсолютно людей. Давайте в этом сегодня и разберемся. Мой канал, как я уже сказала, предоставляет информацию о переезде из России в Сербию и рассказывает о нашей жизни в Сербии. У нас с сыном абсолютно мирные профессии. Я очень искренний человек, без пафоса. Это, наверное, видно всем по моим роликам. Я художник, а сын инженер биомед медицинской техники. Казалось бы, откуда взяться негативу? Но он есть.
пишут нам очень достаточно обильно такие комментарии, которые нельзя сказать добрыми пожеланиями. И мне захотелось разобраться в этом. Откуда все это берется и почему? Как это работает с точки зрения психологии? Так все-таки, если мы такие положительные, откуда же берется этот негатив? Ответ напрашивается сам по себе. Дело не в нас, дело в проблемах тех людей, которые это пишут. Я заметила, что как только я делюсь какими-то своими проблемами, то сразу появляется в комментариях негатив. И работает это как снежный ком. Даже те люди, которые писали раньше нормальные отзывы, комментарии, то вдруг они начинают подхватывать эту заразу и начинают писать тоже негативные комменты. Как минимум что-то похожее на согласие, одобрение, лайки и так далее. То есть присоединяются, конечно же, не все. Я сейчас говорю о очень маленькой части людей, те, которых мы сегодня пытаемся разобрать, которые называются хейтерами. Это явление происходит не только у меня на моем канале. Это явление, это зараза и болезнь всего интернета и всех соцсетей. Давайте попробуем все-таки разобраться с точки зрения психологии, почему так происходит. Сформулировать собственно конструктивную взвешенную позицию, то есть высказать аргументированно свое мнение, это трудно. И не каждый это может сделать. Поэтому куда проще примкнуть уже к готовому негативному лагерю. Зачем думать, анализировать и формулировать, когда можно просто скопировать чужую эмоцию и написать полностью с вами согласен или лайкнуть. В общем, поддержать чью-то дичь. Гнев, раздражение, возмущение – это самые заразные эмоции в интернете. Почему так? Эволюционно наш мозг заточен реагировать на негативные сигналы сильнее, чем на позитивные. Ведь опасность важнее для выживания, чем радость. Написать язвительный комментарий или поддакнуть какому-то негативу – это проще. Это самый быстрый и безнаказанный способ получить порцию адреналина для себя. К тому же в толпе стирается личная ответственность. Человек перестает себя считать личностью и сливается с общей массой. У человека возникает ощущение, что это не я проявил грубость, это мы так считаем, это наше мнение. Как все выглядит с точки зрения психологии? Пока я делюсь своими успехами у себя на канале, то я на сцене, по ту сторону зрители. И реагируют они по-разному. Кто-то молчит, просто смотрит, кто-то хлопает, кто-то поддерживает. Но как только я поделилась какими-то своими проблемами, я открыла дверь для хейтеров. Они почувствовали мою уязвимость, и эта дистанция, сцена-зритель, она улетучивается. В головах людей, те, кто тут же начинают писать гадости, происходит следующее. Пока я не рассказывала о своих проблемах и неудачах, эти люди испытывали чувство зависти. Как только они услышали, что есть проблема, то сразу появился шанс компенсировать свою уязвленную самооценку. Искренность и честность такими людьми воспринимается как слабость. Сказанная мною проблема дает им зеленый свет, и они думают, что раз вы сами рассказали об этом, значит им-то и подавно можно это обсуждать. Переход на личности, обсуждение внешности и как мне стали давать советы по воспитанию моего сына. Это самый простой способ почувствовать свою власть над чужой жизнью, которую на самом деле они не имеют. У людей, у которых в жизни все хорошо и гармонично, они живут в согласии со своим собственным «я», со своей душой, искренне, без притворства, нет потребности тратить свое время на написание гадости другим людям. У них другие интересы, им всегда есть чем заняться. Негативные комментарии, почувствовав уязвимость, начинают писать те люди, которые живут сами в состоянии стресса, нереализованности и затаенной обиды на кого-то или на что-либо. Также существует такой эффект, как растормаживание в сети. Люди в интернете начинают говорить то, что никогда бы не сказали в жизни в лицо человеку. Анонимность убирает страх. Люди не видят глаз, кому они пишут, не видят реакции человека, когда он это читает, и чувствуют, что у себя на диване они сейчас в полной безопасности. Люди, которые начинают учить, давать советы в том, о чем они понятия не имеют, чаще всего сами имеют колоссальный дефицит признания в этой жизни.
Возможно, их собственное мнение никто никогда и не спрашивал. Ни на работе, ни дома. Написание поучительного комментария – это способ примерить на себя роль мудреца или эксперта в чем-либо. В прошлом ролике в комментариях прям прицепились к нам, к моему сыну, с якобы умными советами, как считают хейтеры. Стали давать советы, как мне нужно было его воспитывать, стали задевать сына, задевать ту проблему, что пока он не может найти работу. В общем, писать всякую дичь. Все это является попыткой обесценить чье-либо достижение. То, что я уже делилась и рассказывала, что я вырастила своего сына самостоятельно, то, что мой сын вырос хорошим человеком, он смог получить хорошее, отличное образование, государственное, бесплатное, закончил институт с отличием, не может не быть и моей заслуги в этом. Конечно же, она есть. Мне есть чем гордиться. Так вот, эти люди такими комментариями просто-напросто пытаются обесценить и мою причастность к этому достижению. Вырастить хорошего сына – это уже много. И не каждому это удается. А то, что он пока не может найти работу в Сербии, так это проблема временная. Процесс поиска работы идет. И идет он всего лишь 3 месяца. Поэтому писатели, которые стали цеплять меня и моего сына, хотели одного – обесценить успех от зависти, чтобы им не было так мучительно больно. Плохое чувство зависть. Мы совершили то, что немногие могут совершить. Мы вдвоем с сыном, без всякой помощи, каких родственников или там второй половинки мужа, мы самостоятельно переехали из России в Сербию, здесь живем и чувствуем себя очень неплохо. Я наконец-то занимаюсь своим любимым делом. Я рисую каждый день, а не работаю на какого-то дядю, как я работала в России. На фабрике, на фармпредприятии я отработала 10 лет. Я работала не на производстве, а за компьютером, но эта работа была муторная, мне неинтересная, и нужна она была только собственнику этой компании, этой фабрики. Сейчас я наконец-то занимаюсь своим любимым делом. И занимаюсь им не как хобби, а также я продаю свои картины, получаю с этого прибыль. В России картины на данный момент не продаются совсем, потому что это там не востребовано. Абсолютно разный менталитет между хотя бы той же Сербией и Россией. А также, как известно, нет никакого выхода на рынки в другие страны, чтобы продавать свои картины из России в других странах. Сейчас все это не работает. Продавать из России картины невозможно. Хейтеры чаще всего завидуют не материальному положению, а внутренней свободе человека. Как только они это чувствуют, то зависти и злобе нет предела. Их злит то, что человек себе позволяет быть настоящим. Жить так, как ему хочется, и не зависеть от чьего-то либо мнения. А они вынуждены прятаться за никому не интересными серыми аккаунтами. Мой канал – это мой дом. Я впускаю вас в свой дом посредством видео. Представьте, что в ваш дом пришел человек и стал критиковать его. То шторы ему не нравятся, а потом совсем уж перешел на личности, стал давать советы, говорить о том, что вы неправильно воспитываете своего сына, и стал вас поучать, как нужно воспитывать вашего сына. Как вы поступите? Лично я выставлю его за дверь. У меня, кстати, была похожая ситуация в России, когда человек слишком много говорил в моем доме, и больше я такого человека к себе домой не пустила. Роль двери на Ютубе играет кнопка блокировки. В дискуссии с хейтерами вступать нельзя. Они питаются эмоциями и будут считать, что попали туда, куда нужно. Мой канал уникален тем, что я показываю нашу жизнь без прикрас, без пафоса, все по-честному, но этим я, к сожалению, сильно притягиваю хейтеров. Правда пугает тех людей, которые привыкли жить во лжи, иллюзии, и поэтому они защищаются агрессией. Зачем я вообще сняла этот ролик на эту тему? Да потому что мне всегда больше всех надо. Шучу, конечно, для другой цели. Потому что я хочу поддержать всех блогеров и сказать им: дорогие блогеры, не жалейте, не пытайтесь понять и простить хейтеров. Блокируйте их нещадно.
И когда их заблокируют все блогеры, им больше некому будет писать, и тогда они лопнут от злости. Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? Мой совет всем блогерам – забудьте про дискуссии, про жалость. Продолжайте гнуть свою линию. Как вы снимали свои ролики, так и снимайте. Берегите себя, берегите свои нервы, свою семью, свой дом. Не тратьте время на хейтеров, на пустое место. И обязательно защищайте свой канал, так как это ваш дом. Закрывайте перед ними дверь, блокируйте. Это не слабость, это экология вашего пространства и защита тех адекватных людей, которые читают ваши комментарии. Вернее, комментарии на вашем канале. Знаете, когда ты принимаешь решение круто изменить свою жизнь, а переезд из одной страны в другую – это очень серьезное решение и очень серьезное изменение своей жизни, начать жизнь заново, в новой стране, с новыми устоями, с другим языком, изучать новый язык. То есть жизнь сначала, дубль 2. То тогда ты просто автоматически приобретаешь иммунитет к чужому мнению. Поэтому хейт меня не трогает никак, не обижает, не задевает. Но я все-таки решила посвятить этому явлению целый ролик для того, чтобы поддержать других блогеров и объяснить им, что всему на этом свете есть объяснение. Ничего просто так не бывает. Психология очень сильная наука. И если в ней разбираться, то открывается понимание других людей. Не агрессией начинаешь отвечать на агрессию, начинаешь к людям относиться с пониманием. Ты понимаешь, почему эти люди себя так ведут. И, конечно же, тогда понимаешь, как тебе нужно себя вести с этими людьми. С точки зрения психологии, все фантазии комментаторов-хейтеров – это отражение их внутреннего мира, их страхов и их неудовлетворенных потребностей. Чтобы их хоть кто-то заметил, к вашей реальной жизни это не имеет никакого отношения. Как сказал Будда, я не то, что ты думаешь обо мне, ты то, что ты думаешь обо мне. YouTube прекрасен тем, что дает возможность блогерам установить границы дозволенного самостоятельно. Это ваш канал, и вы имеете право установить эти рамки дозволенного и не терпеть глупую агрессию и фантазии хейтеров. Я всегда рада всем комментариям, когда они от чистого сердца, когда они просто как дар. Вот человек просто хочет посоветовать, поддержать, и все. Но когда это переход на личности, когда это затрагивает мою внешность, переходит там на обсуждение сына, на мое воспитание, правильное, неправильное, как должен сын жить, дают мне различные советы, то это уже предел за рамками. Таких комментаторов я буду просто блокировать. Вы хотели оскорбить меня, вы же себя оскорбили. Мы товарищи, мы же топим друг друга. Черт возьми. Я, несмотря на то, что веду свой YouTube-канал, также смотрю других блогеров. И очень давно, еще даже из России, еще даже не переехав в Сербию, я смотрела и других блогеров. Сейчас это не реклама, я просто скажу, как они называются, и сейчас я их продолжаю смотреть. Это Катя ЛПХ и Синдики. Большой вам привет, если меня вдруг увидите. Вот. Так вот, у них на канале я тоже часто вижу это возмущение, когда чувствуется, что их обижают тоже этими комментариями от хейтеров. И мне захотелось именно написать это видео именно с таким посылом, чтобы такие хорошие люди, вот как они, просто чистые, от чистого сердца все снимают, показывают свою жизнь, делятся тоже с вами своим опытом переезда и жизнью в Сербии. Но взамен еще отгребают вот так вот много такого хейта, который, конечно же, обижает.
Мне в том числе и их хотелось очень поддержать и сказать, что не обращайте внимания, бесщадно их блокируйте, и все будет хорошо. А также я хочу обратиться к хейтерам. Дорогие хейтеры, научитесь себя уважать. Займитесь своей жизнью. Кратковременный кайф, который вы получаете от написания очередной гадости, очень быстро закончится, а ваша жизнь от этого не станет лучше. Только вы сможете изменить свою жизнь. И тогда у вас больше не будет желания и времени тратить свою жизнь на написание гадости другим людям. Потому что ваша жизнь станет полной и интересной, и вы научитесь получать кайф от своей собственной жизни. А самое главное, всегда помните, если вы не измените свою жизнь, то вас разорвет от злости. Всем пока! Если что, это Кока-Кола, не вино.